Привет, друзья! С вами вновь Роман, испытатель электротранспорта, и я рад представить вам новый, самый быстрый в мире трехколесный электроскутер Citicoca BR60 от компании Skyboard. Проведу полноценный тест-драйв, замерю его скорость и дальность поездки, подробно расскажу о параметрах и технических характеристиках. Постараюсь ушатать трехколесный Citicoca по полной программе, чтобы убедиться или разочароваться в его надежности. Также в этом видео, как и обещал ранее, я объявлю о розыгрыше одного из электроскутеров от компании Skyboard. Погнали! Самый быстрый в мире трехколесный электроскутер Citicoca. Запас хода до 150 километров. Самая богатая штатная комплектация на рынке. Широкие возможности применения. Настоящее испытание прямо сейчас. Я знаю, что сейчас для большинства зрителей самое главное — увидеть скоростные возможности этого электрозверя, а также побыстрее узнать, как выиграть электроскутер. Не будем тянуть кота за причинное место, но видео придется посмотреть полностью, так как в нем скрыта пасхалка, которая будет учитываться во время розыгрыша. Жми лосося и подписывайся на канал, впереди концентрат полезной и интересной информации. Начнем с внешнего вида. Вполне очевидно, что трехколесный электроскутер BR60 вызывает некий вау-эффект, как со стороны прохожих, так и у автовладельцев. Кстати, данная модель доступна в разных цветах: красный, черный, синий и коричневый. В каком бы цвете вы ни выбрали электробайк, центр внимания вам обеспечен. Далее по элементам управления. С левой стороны руля включение ближнего дальнего света и габаритного огня, переключатель поворотников и кнопка клаксона. Справа ручка акселератора и клавиша включения ходовых огней. Ниже находятся тумблеры выбора скоростных режимов с 1 по 3 и переключатель заднего хода. По центру руля под информационным дисплеем расположена кнопка включения аварийки. Обратите внимание, что все световые приборы имеют светотеневую границу, чтобы не слепить встречных участников движения. Информационный ЖК-дисплей отображает следующие показатели: спидометр, общий пробег за всю историю жизни электроскутера, уровень заряда батареи и активность световых приборов. Включение трехколесного электроскутера Citicoca BR60 возможно двумя разными способами. Первый с ключа, а второй с брелока сигнализации. За безопасность владельца отвечает двойная система тормозов: электронная при помощи электродвигателя и гидравлическая на все 3 колеса. Трехколесный Citicoca BR60 имеет 2 тормозных рычага. Слева задние тормоза, справа передний. Рычаги имеют возможность регулировки по размеру ладони райдера. Рядом с каждым рычагом расположен прозрачный резервуар с тормозной жидкостью. Это очень удобно, вы всегда видите уровень и сможете быстро отреагировать в случае какой-либо неисправности. Использовать можно распространенные классы жидкости DOT 3 или DOT 4. При легком нажатии на любой из тормозных рычагов освобождается концевик, и электроскутер начинает плавную остановку при помощи электродвигателя. Более сильное нажатие задействует гидравлическую систему. Логично, что при торможении включается автоматический стоп-сигнал позади электробайка.
Торможение скутера очень достойное, плавное и уверенное одновременно. За тормоза реально 10 баллов из 10. Тормоза хорошие. Плавно останавливает скутер. Можно, конечно, зажать его прямо в колы, в юз, но не вижу в этом смысла. Оттормаживается хорошо реально. Что касается безопасности самого электробайка, здесь тоже полный порядок. Во-первых, есть встроенная и очень громкая звуковая сигнализация. Имеется блокировка задних колес при помощи электродвигателя. И в-третьих, подключение питания имеет скрытую систему с ключевым доступом, то есть обесточить байк и отключить сигналку уже не получится. Для этого необходимо с ключа открыть замок под сиденьем, чтобы добраться до одного из двух возможных аккумуляторов. Также в деке электробайка есть возможность размещения третьей батареи. По факту электроскутер может иметь двойной источник питания сигнализационной системы закрытого доступа. А теперь перейдем к самой конструкции. Как думаете, насколько она надежна и какой обладает устойчивостью? Напишите об этом в комментариях. Давайте рассмотрим детально. Сварные швы, конечно, не ювелирные, но выполнены на отлично. Сама конструкция довольно жесткая, с 3 точками опоры, так что устойчивость просто отменная. Мой вердикт – все слишком круто. Обратите внимание на систему амортизаторов. Спереди мотоциклетная вилка, сзади регулируемые воздушно-масляные амортизаторы. Конструкция под сиденьем выполнена по типу маятника. И если вы собираетесь кататься преимущественно по асфальту, то жесткость амортизаторов лучше увеличить, что, собственно, я и сделал. Электробайк от этого стал походить на рака. Смотрите, как его выгнуло. Если амортизаторы ослабить, то мягкость поездки просто зашкаливает. Самое то для бездорожья. Клиренс вполне позволяет переезжать даже через самые высокие бордюры. Общие габариты электробайка вы сейчас видите на экране. Комплектация трехколесного электроскутера Skyboard остается на высоком уровне. 2 связки ключей с сигнализационными брелоками. Мощное зарядное устройство на 4 ампера, которое полностью заряжает батарею порядка 5 часов. Зарядка в металлическом коробе, имеет воздушное охлаждение и внушительный силовой кабель. Кофр с новым креплением, который не цепляет крыло и не отваливается во время поездки. Встроенная Bluetooth-колонка. Крепление для телефона с USB-разъемом для подзарядки гаджета. Дополнительная сумка для ручной клади. Огромный защитный чехол антидождь. И набор инструментов. И очень крутой, кстати, задний багажник.
Подобные комплектации нет ни у одного производителя электроскутеров. Можете не искать, я уже все проверил. Дай бог, может кто чухнется к середине 2021 года, но это вряд ли. Хотели бы сделать, давно бы уже завезли все необходимое. Скоро в комплектации будет доступен, на мой взгляд, просто сумасшедший и очень вкусный бонус. Чтобы узнать первым, нажми на колокольчик. Значит, погнали, проверим его дальность поездки, замерим максимальную скорость. Предупреждаю сразу, температура на улице сейчас прям вообще не айс. Температура всего плюс 1 градус. Так что погнали. Посмотрим, на что он способен при такой температуре. Дальность поездки явно уменьшится. В этом я не сомневаюсь. Ввиду температуры, ввиду нагрузки. Сейчас на электроскутере практически 100 килограмм сидит. Поехали, посмотрим, что у нас выйдет. Трехколесный электроскутер Citycoca Skyboard BR60 оснащен 3-киловаттным электродвигателем на задней оси электробайка. Это самый мощный мотор штатной комплектации в России на день съемки видеоролика. Мощности хватает с головой. Но почему трехколесные модели других известных брендов также с 3-киловаттными движками серьезно проигрывают Skyboard по тяге и скорости? Вольтаж батареи на 72 вольта против 60 вольт у коллег делает свое дело. Максимальная скорость, которую мне удалось развить на ровной дороге, превысила 58 км в час по GPS. А с горки под мостом GPS прыгнул аж до 61,8 км в час. В принципе, если райдер будет весить около 70 кг, то при полном заряде батареи сможет разогнать электроскутер до этого уровня даже по ровной дороге. Что касается дальности поездки, по заявлению производителя на одном 18-амперном аккумуляторе электроскутер сможет проехать до 40 км и дальше. Это вполне реально, ведь при 72 вольтах общая емкость каждой из 3 батарей в ватт-часах даже превышает емкость любой 20-амперной батареи на 60 вольт. Считаем вместе: 60 вольт на 20 ампер получаем 1200 ватт-часов, а 72 вольта на 18 ампер выходит 1296 ватт-часов. Но давайте посмотрим, сколько удалось проехать мне с учетом температуры на улице всего плюс 1 градус. Важно помнить, что эксплуатация литий-ионных аккумуляторов при температурах от плюс 20 до плюс 4 градусов уже приводит к уменьшению отдаваемой энергии порядка 5-7%. При температурах ниже плюс 4 градусов потеря энергии идет уже на десятки процентов. Общий пройденный путь по GPS – отрезок 2,1 км плюс 28,1 км, итого чуть больше 30 км. Как видно на индикаторе заряда батареи, осталось еще одно деление, но при низкой температуре на улице электроскутер уже почти не тянет. Химический процесс внутри накопителей сильно заторможен. Необходимо учитывать и то, что на скорости место под сиденьем водителя, где находится батарея, охлаждается еще сильнее, и температура во время движения опускается гораздо ниже плюс 1 градуса. В итоге аккумулятор отдал всего 60% энергии, и в качестве эксперимента считают данный замер очень познавательным. Теперь вы знаете, что при температурах 0 градусов и ниже транспортное средство теряет практически 50% дальности поездки. Это и не мудрено, ведь электротранспорт неспроста называется сезонным. Как вы думаете, нанес ли я ущерб батарее такими испытаниями? Напишите об этом в комментариях. Правильный ответ будет закреплен в описании к этому видео. Таблицу технических характеристик и цену трехколесного электроскутера Citycoca Skyboard BR60 на момент съемки видеообзора вы видите на экране. Если необходимо, поставьте видео на паузу. Перейдем к розыгрышу электроскутера. Победитель получит электроскутер Citycoca Skyboard BR20, который участвовал в предыдущих испытаниях, общий пробег которого не превышает 80 км. Полное видео о комплектации и его технических характеристиках можете посмотреть по ссылке, которая сейчас выскочила в верхнем углу экрана. Цена приза на сегодняшний день составляет 99 900 рублей. 100 тысяч, на мой взгляд, это очень круто. Розыгрыш пройдет уже очень скоро в прямом эфире на данном канале электроскутеры Skyboard 20 декабря 2020 года в 19:00 по московскому времени. Победитель будет определен самым честным образом через рандомайзер Lisa On Air. Внимание! Остерегайтесь мошенников. Производитель не просит каких бы то ни было взносов. Акция проводится абсолютно бесплатно и не требует денежных вложений. Оплачивается только доставка, если данная услуга будет необходима по просьбе победителя. Правила регистрации следующие. Подписаться на 2 канала. Данный канал электроскутера Skyboard и канал официального дилера магазин электротранспорта Геросмарт.
Необходимо поделиться этим видео во ВКонтакте с подписью «Участвую в розыгрыше электроскутера за 100 тысяч рублей» и оставить комментарий под этим видео. Не только вместе с ссылкой на репост во ВКонтакте, но и указать, какую максимальную скорость во время тест-драйва мне удалось развить. Правильный ответ вы найдете в пасхалке, которая спрятана в этом видео. Так что если перемотали, придется все же посмотреть полностью. Внимание! Профиль во ВКонтакте на момент розыгрыша должен быть открытым. Также у вас должны быть открыты подписки на каналы YouTube. Если победитель не выполнит хотя бы одно условие, мы тут же в прямом эфире проведем перерозыгрыш и в любом случае найдем победителя. Не упусти свой шанс и выиграй настоящий электроскутер Citycoca за 100 тысяч рублей от компании Skyboard. С вами был Роман, испытатель электротранспорта и самый быстрый в мире трехколесный электроскутер Citycoca Skyboard BR60. Подписывайтесь обязательно, так как розыгрыш далеко не последний. До новых встреч на просторах YouTube.